Что, если рак можно обнаружить на стадии, когда он еще не дает ни одного симптома? И сделать это не в дорогой клинике, а через обычный планшет. Сегодня технологии ИИ делают невозможное. Определяют сахар в крови без единого укола и находят болезни по ритму сердца. Но готовы ли вы доверить свой план лечения программе, у которой нет сердца, но есть доступ к опыту всего человечества? Современные технологии постепенно внедряются в медицину. Конечно, они не могут заменить врача, но способны помочь медикам в их работе. Диагностика — это, пожалуй, самое очевидное направление для искусственного интеллекта и нейросетей. Компания Draper ведет разработку системы, которая анализирует изображения легких и находит признаки рака. Проблема этого заболевания в том, что большинство симптомов проявляются только на поздних стадиях, поэтому оно с трудом поддается лечению. Нейросеть способна обрабатывать результаты компьютерной томографии и концентрироваться на подозрительных участках. Это не только позволит экономить время врачей, но и даст возможность ставить предварительный диагноз удаленно. К примеру, пациентам, которые живут в небольших городках и не имеют доступа к лучшим специалистам. Другая группа исследователей рассказала в журнале Scientific Report о своем проекте, который определяет уровень глюкозы с помощью электрокардиограммы. Это устраняет необходимость в анализе крови и позволяет пациентам с диабетом контролировать свое состояние. Нейросеть сканирует волны ЭКГ, сравнивая данные с индивидуальными показателями для каждого человека и общей статистикой. Датчики, измеряющие ЭКГ, сейчас встроены даже в смарт-часы. Такой подход работает с точностью 82%. Этого достаточно для использования в качестве вспомогательного метода диагностики. Еще в 2010 году компания IBM представила свою систему на основе ИИ. С тех пор в базу внесли 600 тысяч медицинских заключений и 2 миллиона страниц текста. Нейросеть способна анализировать диагностические данные пациента, сравнивая его случай с аналогичными, ставить предварительный диагноз и предлагать план лечения. На одного человека ИИ требуется всего 10 минут, тогда как у врача ушли бы часы. В 2019 году та же компания провела исследование в Индии, отобрав 1000 пациентов с раком легких и молочной железы. Каждый получил индивидуальный план лечения, который в большинстве случаев совпадал с предписаниями врачей. В 13,6% случаев, ознакомившись с предложениями искусственного интеллекта, врачи откорректировали свои планы, признав, что программа предложила более персонализированный подход. Будущее медицины — это не битва между человеком и машиной, а их идеальный союз. Нейросети берут на себя рутину, анализ миллионов страниц текста и поиск невидимых глазу патологий, оставляя врачу самое главное — интуицию, эмпатию и принятие окончательного решения. Технологии уже сегодня делают элитарную диагностику доступной в любой точке мира. И, возможно, именно ваш следующий визит к врачу начнется не с вопроса «на что жалуетесь?», а с отчета искусственного интеллекта, который уже знает ответ. Мы не увольняем врачей, мы дарим им цифровое зрение. И если этот путь поможет спасти хотя бы одну жизнь, которую раньше считали безнадежной, значит, это правильный путь. Скажите честно, кому бы вы больше доверили свою жизнь в критической ситуации? Опытному врачу, который видел тысячи пациентов, но может устать или ошибиться из-за человеческого фактора? Или нейросети, которая за 10 минут прогнала ваш случай через базу в 600 тысяч диагнозов, но у которой нет интуиции? Пишите в комментариях «Врач» или ИИ. Посмотрим, насколько мы готовы к медицине будущего. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.